Удар НАТО по военной технике ВСУ, скандал, известнейшее оружие уничтожено силами союзников Киева. Что дальше? В Альянсе считают погибших, просчет огромных потерь в битве за море с Россией. Детали. РФ готова к новой войне. Координаты названы. Москва заявила о справедливом возмездии. Путин или Трамп? Кого встречали эффектней? Спецборд из Москвы приземлился в Пекине. Европа призвала товарища Си давить на Путина. Зеленский приказал бомбить РФ. Новый указ на июнь и спецоперация России. Наступление с нового направления. Жуткий теракт в столице, атака на Минобороны, полеты Ермака в Россию и начало судебной битвы. Киев готовится к языковому реваншизму, а Москва устраивает чистки. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Снова говорю всем вам спасибо за поддержку в последние дни, спасибо, что ищете новые видео вручную после того, как сам YouTube стал прятать от вас новые выпуски. Спасибо и за то, что подписываетесь. Пока все еще прошу, если не видите нового выпуска, когда открываете YouTube, найдите его самостоятельно. Спасибо, я начинаю. Ермак пошел в атаку после выхода из СИЗО. Экс-глава офиса Зеленского начинает судебную битву, ведь не согласен с решением суда. Апелляция уже подана. Высший антикоррупционный суд рассмотрит жалобу Ермака уже завтра, 21 мая. Ранее суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере более $3 миллионов. Необходимую сумму довольно быстро собрали, и после нескольких дней в платной камере СИЗО Ермак вышел на свободу с электронным браслетом под подписку о невыезде из Киева. Тем временем украинские СМИ пишут, что в коррупционных делах Ермака может быть замешан его отец Борис Ермак. По данным журналистов-расследователей проекта «Схема» «Радио Свобода», отец Ермака в ноябре 2019 года, уже после победы Зеленского на выборах и назначения сына помощником президента Украины, летал в Санкт-Петербург рейсом Белавия через Беларусь. Борис Ермак также фигурирует в расследовании НАБУ о возможной легализации сотен миллионов гривен, связанных со строительством в элитном кооперативе «Династия», уверяет издание. Следствие утверждает, что он координировал стройку, проводил совещания с подрядчиками, утверждал сметы и согласовывал счета. При этом официальных подозрений ему не предъявлено. Андрей Ермак отрицает причастность отца к проекту. Также в публикации напомнили, что еще в 2019 году сообщалось о бизнес-связях Бориса Ермака с российской политической элитой. В частности, до 2021 года он руководил компанией «Интерпром Финанс Украина», где экс-глава офиса президента был совладельцем вместе с россиянином Рахамимом Эммануиловым, руководителем компании, которая основала Интерпромбанк. Украина готовится к языковому реваншизму после войны. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская не исключает, что после завершения боевых действий среди населения может начаться откат к русскому языку. По ее словам, риск мовного реваншизма будет сохраняться до тех пор, пока страна окончательно не выстроит институциональную и ментальную дистанцию от России. В интервью изданию «Лівий берег» она заявила, что возвращение в украинское медиапространство хороших русских нельзя воспринимать просто как проявление свободы слова. По ее мнению, это будет означать сохранение общего с врагом информационного и культурного поля. Это была цитата. Именно поэтому, по словам Ивановской, государство и общество должны заранее готовиться к таким попыткам реванша. Относительно политических сил, которые будут пытаться скрыто продвигать российскую повестку под новыми лозунгами, то государственные институты и гражданское общество должны быть готовы к этому вызову. Языковая устойчивость является составляющей национальной безопасности. Любые попытки политических манипуляций вокруг языкового вопроса после войны должны расцениваться как угроза государственному суверенитету. Курс на перезагрузку. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отправился в свою первую зарубежную поездку. Его принимает Польша. Сначала венгерский премьер прилетел в польский Краков, там ходил по центру, раздавал автографы, а после прогулки заявил, что
хочет перезапустить и укрепить отношения с Варшавой после напряженности, накопившейся за годы правления его предшественника Орбана, а также расширить региональный формат сотрудничества Вышеградской группы, в которую входят Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, возможно, за счет Австрии и других стран. В Варшаве запланированы встречи Мадьяра с президентом Польши Навроцким и премьером Туском. Как сообщают польские СМИ, переговоры с Туском будут сосредоточены на вопросах региональной безопасности, войне в Украине, а также энергетике, которую Мадьяр ранее назвал приоритетным вопросом для обеих стран. Мадьяра сопровождает высокопоставленная делегация, в ее составе министры иностранных дел, обороны, энергетики и транспорта. Я считаю, что промышленное сотрудничество в сфере обороны, как между Венгрией и Польшей, так и на европейском уровне, поскольку это также происходит в рамках Европы, является важной областью, и оно будет обсуждаться. Повторяю, это ознакомительный визит, но министры обороны проведут переговоры. Тысячи солдат НАТО могут погибнуть, если Россия возьмет шведский остров Готланд, и из-за него начнется битва. Об этом в комментарии Welt заявили сразу несколько военных экспертов. Готланд – это ключ к Балтийскому морю, говорят они. Кто его контролирует, тот контролирует весь регион. И Россия это прекрасно понимает. На днях закончились крупные учения «Аврора-26», где НАТО отрабатывала оборону острова, однако эксперты уверены, Готланд остается одной из самых уязвимых и опасных точек возможного большого конфликта в Европе. Если Россия возьмет под свой контроль этот остров, то она сможет разместить там мощные противокорабельные ракеты и системы ПВО, фактически заперев Балтику для кораблей НАТО. Авиация Альянса тогда сможет добираться до стран Балтии только через Финляндию. Сценарий российского захвата Готланда считают очень реалистичным непосредственно в самой Швеции. По словам главкома вооруженными силами страны Микаэля Классена, Путин может попытаться занять часть территории НАТО, чтобы проверить готовность Альянса к коллективному ответу. Тайнер предупреждает, что с Готланда российские войска смогут наносить удары ракетами «Искандер» по Осло, Стокгольму и Копенгагену, а из Калининграда в зоне досягаемости окажутся Берлин и Варшава. По его оценке, попытка вернуть остров обойдется НАТО в 1000 жизней. Крайне важно удержать Готланд, подчеркнул эксперт, напомнив, что во времена Холодной войны остров был самым милитаризованным в Европе. НАТО ударило по военной технике ВСУ. Впервые в истории авиационный удар. Беспрецедентные действия страны-члена Альянса. F-16 открыли огонь. Пиковая ситуация. Эстония продолжает расследование после того, как украинский дрон нарушил воздушное пространство страны. БПЛА был сбит через 14 минут после залета. Обломки рухнули в болото центральной Эстонии между озером Выртсярв и городом Пылтсама, где власти начали поисковую операцию. Эстония официально подтвердила сбитие и жестко подчеркнула, свое воздушное пространство для ударов по России она никому не предоставляла. Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства никому, кроме своих союзников. Мы не давали, и украинцы тоже не запрашивали этого разрешения. Министр обороны Украины принес извинения за инцидент. В то же время он был рад, что мы сбили дрон. Украинский МИД также выпустил заявление с извинениями, при этом там отметили, что дрон залетел, так как Россия продолжает перенаправлять БПЛА в страны Балтии с помощью своих средств радиоэлектронной борьбы. Это была цитата, послушайте. Мы еще раз подчеркиваем, что вопреки утверждениям российской пропаганды, ни Эстония, ни Латвия, ни Литва, ни Финляндия никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Кроме того, Украина никогда не запрашивала такого использования. Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Наши законные военные цели находятся на территории России, и мы используем воздушное пространство России, чтобы достичь их. Россия тем временем заявила о готовности нанести, далее цитата, «справедливое возмездие». В СВР РФ накануне уверяли, что Украина готовит новые удары по территории РФ, непосредственно с территории стран Балтии. Российская разведка заявляет, что по сути готова к войне с НАТО, к новой войне. В сообщении СВР в частности и говорится, что у Москвы есть координаты центров принятия решений, а членство страны в НАТО не защитит ее от российского возмездия. Отмечу, что накануне страны Балтии вновь отвергли утверждение России. Латвия при этом наряду с Эстонией также включала режим тревоги и поднимала истребители НАТО из-за возможного появления беспилотников в воздушном пространстве. Но во второй половине вторника заявила, никаких подтверждений, что дроны вообще входили в латвийское небо, нет.
В Минобороны страны уточнили, что ни латвийские системы, ни данные союзников не зафиксировали нарушений воздушного пространства. В Риге признали, что сигналы на радарах не всегда означают реальную военную угрозу. Иногда это ложные или технические цели. Зеленский приказал бомбить Россию. Киев готовит новый пакет, как заявляется, дальнобойных санкций. Именно так на Банковой называют удары по НПЗ и военным целям на территории РФ. Зеленский накануне заявил, что месяц май дал изменения в динамике в пользу Украины, а поэтому план атак на следующий месяц уже утвержден. «Я утвердил планы нашей дальнобойности на июнь, и мы должны творчески развить украинские дальнобойные санкции, которые показали свою силу в мае. Я благодарен всем нашим воинам за точность». Россия готовит удар по Украине с севера. Линия фронта расширится. ВСУ ждут нового наступления ВС РФ и с нового направления. Об этом в большом интервью каналу «Милитарный» заявил главком ВСУ Сырский. Он уверяет, что наступление с белорусского направления – это реальность, а поэтому 1200-километровая линия фронта только увеличится. Вы знаете последние данные нашей разведки, и мы знаем эти данные о том, что российский генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера. Это значит, что фронт еще увеличится. Тем временем в Москве массовые чистки. Мэр российской столицы Собянин одним распоряжением уволил сразу 8 глав районных управ. Среди них руководители Крюкова, Крылатского, Северного Тушина, Арбата, Савеловского, Северного Бутова, Кузьминок и Восточного Измайлова. При этом все отправлены в отставку по собственной инициативе, говорится в документе. Увольнения прошли менее чем за 2 недели до дедлайна, который сам же Собянин установил для сокращения чиновничьего аппарата в Москве на 15%. По данным СМИ, Собянин режет штат из-за замедления роста доходов городского бюджета. В частности, в начале года доходы выросли всего на 2% вместо запланированных 6,5%. Это самое масштабное единовременное увольнение районных глав за последние годы. Предыдущая большая чистка чиновников в Москве была в 2015 году на фоне тяжелого экономического кризиса и санкций после событий в Крыму. Китай встретил Путина. Спецборд из Москвы приземлился в аэропорту Пекина. Путин прилетел в КНР всего через несколько дней после визита Трампа. Мировая пресса сравнивает встречу лидеров США и РФ. Главный акцент на том, кто был отправлен к самолету. И если Трампа встречал заместитель Си Цзиньпина Хань Чжэн, то Путина – глава МИД Ван И. Дальше все по протоколу. Флаги, почетный караул и китайские школьники и студенты, которые выкрикивали «Добро пожаловать! Сердечно приветствуем!». Сам Путин перед визитом заявил, что отношения с Китаем достигли беспрецедентного уровня, напомнив о расчетах в рублях и юанях и резком росте торговли. На переговорах Путин и Си, как ожидается, обсудят новые энергетические сделки, включая стратегический газопровод «Сила Сибири-2». Китай при этом остается крупнейшим покупателем российской нефти и с начала войны закупил у России энергоносителей более чем на 367 миллиардов долларов, пишет The Guardian. Аналитики будут внимательно следить, согласятся ли Путин и Си на новые сделки по дальнейшему углублению энергетического сотрудничества. Самым заметным проектом, который обсуждается, является «Сила Сибири-2» – газопровод протяженностью 2600 километров, который добавит 50 миллиардов кубометров мощности поставок российского газа в Китай. Газопровод пройдет через Монголию и рассматривается Кремлем как ключевой для компенсации потери европейских рынков сбыта. Европа при этом ждет, что Си надавит на Путина и заставит закончить войну. Канцлер Германии Мерц заявил, что за визитом внимательно следит ЕС, как и следил за визитом Трампа в Китай. Кроме того, в Брюсселе приняли к сведению различные заявления, сделанные во время встречи Си и Трампа. А мы с интересом приняли их к сведению. В настоящее время мы не ожидаем фундаментального изменения стратегических отношений между Россией и Китаем. Но, конечно, мы связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина прекратить эту войну в Украине, которую он не может выиграть. Напротив, это война, которая каждый день приносит России тяжелые человеческие потери. Отмечу, что накануне все максимально активно обсуждали статью Financial Times, в которой говорилось, что Си Цзиньпин за несколько дней до встречи с Путиным во время визита американского президента сказал Трампу, что Путин может пожалеть о начале войны против Украины.
МИД Китая опроверг эти сообщения, а позже и сам Трамп заявил, что никогда не слышал от лидера КНР таких слов. ЕС может закрыть двери для украинских мужчин. На фоне переговоров о продлении временной защиты для украинцев еще на 1 год до 2028 года Евросоюз активно рассматривает введение ограничений для граждан призывного возраста. Об этом в интервью Deutsche Welle заявила спецпредставитель по вопросам украинцев ЕС Ильва Йоханссон. Обсуждается, что мужчинам, которые подпадают под мобилизацию, могут отказать во временной защите. Однако Йоханссон отметила, что окончательного решения пока нет, дискуссии еще продолжаются. Если изменения будут, то, вероятно, незначительные, говорит она. Кроме мужчин мобилизационного возраста, поправки могут затронуть новых беженцев, зарегистрированных в безопасных регионах Украины. По моему личному мнению, не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права покидать Украину, как только пересекают границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту. Мощный взрыв и теракт в столице. Двойная атака у здания Минобороны Сирии. По официальным данным, погиб как минимум 1 сирийский солдат. Более 20 человек получили ранения и были срочно доставлены в больницы. Как пишет Аль-Джазира, возле военного ведомства взорвался заминированный автомобиль. Это случилось, когда военные пытались обезвредить другую самодельную бомбу, обнаруженную ранее тоже вблизи сирийского Минобороны. Ответственность за атаку на момент записи выпуска пока никто не взял. Однако удар, пишут местные СМИ, новое свидетельство того, что после побега из страны Асада страна все глубже погружается в хаос. За последний год страну потрясли несколько терактов, жертвами которых стали десятки мирных жителей. И напоследок о том, как войны бьют по карманам и кошелькам и к чему принуждают. Чтобы сэкономить на бензине, американец пересел из обычного автомобиля в игрушечный. В штате Джорджия мастер на все руки Мали Хайтауэр по-своему борется с энергетическим кризисом и стремительно дорожающим в США бензином. Он превратил детский игрушечный автомобиль в стиле Барби в полноценное дорожное транспортное средство. Изобретатель установил в розовую игрушечную машину одноцилиндровый двигатель от старой мойки высокого давления с 2-галлонным баком. Теперь мини-машина заводится одним рывком шнура, как газонокосилка, и спокойно выезжает на дороге рядом с его домом в Элленвуде. По словам мужчины, теперь он знатно экономит, практически в 20 раз. По сравнению с моей обычной машиной, чтобы заправить эту, обычно нужно, максимум около $3, в зависимости от цены на бензин. Сейчас бензин стоит почти $5 за галлон, так что если я захочу заправить ее полностью, это ведь 2-галлонный бак. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Напомню, мне будет приятно за каждый ваш лайк, репост и комментарий. До встречи уже завтра.